Так, наконец печка пришла. Кёнигсберг. Делают ее в Нижнем Тагиле, Свердловской области. Сейчас распакуем, посмотрим. Так, вот распаковали. Задний кожух при транспортировочке, наверное, немножко замялся. Дверка, в принципе, плотно закрывает. Вот этот болт, наверное, для того, чтобы снимать верхнюю плитку, когда шамотный кирпич треснет, для того, наверное, производить замену. В принципе, металл толстый. Здесь будет вставляться керамическая плитка, тоже в комплекте шва. Надпись немножко такая жиденькая. Вес печки 79 килограмм. В общем, решили сюда ставить печку, к этой стенке, по ряду причин. Вот. Сначала думали в тот угол поставить, но не получается. Будем ставить, как заходишь, с правой стороны. Разметку для трубы уже сделал. Сейчас будем выпиливать отверстие. Итак, потолочный проходной узел ППУ установил уже, пока временно закрепил. Дальше буду его изолировать, утеплять и буду вымерять для того, чтобы печку можно было установить ровно. И в самом профлисте дальше в крышу вырезать отверстия для установки труб.
Вот так узел выглядит в чердачном помещении. Все аккуратненько кровельным герметиком прогерметизировано, чтобы вода не бежала вовнутрь сюда. Все, собрал камин, установил трубы. Посмотрим стенки. Верхний 240. Ну, термометр, конечно, небольшой погрешности. Труба 180. Сэндвич 60. В принципе, неплохая такая печка получилась. Год эксплуатации печки. Шамотный кирпич не треснул. Труба немножко потемнела. Задний фар так и не сделал. Все, в принципе, работает. Есть небольшой нюанс. Вот это стекло стоит 1/4 печки этой. Дверка немножко такая жиденькая. То есть играет. Аккуратно надо закрывать. Не хлопать дверью. Потому что сразу стекло трескается. Тут стекло не каленое, а специально огнеупорное ставится.